Ребята, всем привет! Сегодняшний выпуск опять не будет обычным. Будет, я думаю, интересным и познавательным. Сегодня смотрите, какую штуку я нашел неподалеку от Дербента. Это Каспийский монстр. Поехали смотреть? Поехали! Вот, ребята, Экроплан Лунь. Проект 80-х годов, который, наверное, превзошел все ожидания. Сейчас мы к нему подъедем поближе. Вот он, красавец Лунь. Каспийский монстр, как прозвали его страны НАТО. А прозвали они так его, потому что он мог появиться из ниоткуда за считанные доли секунды. Много помаячу в кадре. Откуда вообще взялась эта идея и тема экранопланов, как они правильно называются? Вообще, эффект вот этого вот парения люди наблюдали очень давно. И, кстати, вы тоже это видели, когда чайки спускаются низко-низко над водой, они реже машут крыльями и летят быстрее. Это происходит благодаря вот как раз этому экранному эффекту. В чем он заключается? Воздух, когда делится и уходит вверх или вниз от крыла, на малой высоте воздух, который идет вниз, отражается от поверхности и давит на крыло самолета или птицы вверх. Соответственно, тяговое усилие на подъем меньше, ну и скорость выше. Вот этот эффект и применен вот здесь. Поэтому не такие большие крылья, как у самолета, но скорость впечатляющая, ребят. Разворачиваю камеру, любуйтесь. 8 турбореактивных двигателей, по 13 тысяч килограмм сила каждый приводит в движение этого монстра. По-другому и не назвать. Что интересно, попасть в самолет можно двумя способами. Это не самолет, это экраноплан. Попасть в этот экраноплан можно двумя способами. Через боковую дверь или через люк на крыше. А сейчас, наверное, уже туда никак не попасть, потому что тут он стоит весь грустный, печальный. Вот такая махина. Вообще, экранопланы в нашей стране разрабатывались с 60-х годов. И к 80-му году уже у нас были опытные образцы, более мелкие, скажем так, они были десантные корабли. Но в 80-е годы было принято решение сконструировать вот такую вот штуку. И он нужен был как главный ударный инструмент по авианосцам нашего любимого потенциального противника. Потому что авианосцев у них больше, чем у нас было. И надо было с ними как-то сражаться. В результате появился проект Лунь. Проект с раз, два, три, четыре, пять, шесть, с 6 маловысотными ракетами, который способен 4 ракетами уничтожить любой авианосец. Надо сказать, что максимальная скорость ракеты 2,8 маха, то есть 2,8 скорости звука. Подлетала она, конечно, противнику с невероятной скоростью. Что касается самой машины, то взлетная масса больше 300 тонн. Скорость максимальная, которую может он достигать, почти 300 км в час. Ну и максимальная высота до 500 метров. Конечно, скажем так, рабочая высота 5-10 метров, но до 500 метров зачем ему подниматься, чтобы, скажем так, в самом крайнем случае нежелательном каком-то обнаружении скрыться быстро очень из вида. Сопла этих 8 двигателей направлены вниз, чтобы струя выходящих газов попадала ровно под крыло экраноплана и эффект экранирования увеличивался бы.
кроме ракетных установок, у него должны быть еще авиационные пушки в кормовой части и в носовой части. Но сейчас, я думаю, они демонтированы. Где-то они были вот здесь. Немножко о технических характеристиках. Как уже сказал, 8 двигателей сделаны на базе двигателей Атыл 86, которые развивают по 13 тысяч килограмм сил каждый. Установлены на пилоне с двух сторон по 4. Размах крыла 44 метра. Крыла 550 квадратных метров. Развиваемое тяговое усилие двигателями способно разогнать эту махину до 500 км в час. Максимальная дальность полета до 2000 километров. Ну и, как я уже говорил, высота полета до 500 метров. К сожалению, известные всем события начала 90-х годов не позволили этому проекту развиваться. И он не оказался не нужен армии. Была попытка воскресить, что ли, проект, сделать его таким спасательным, ему даже присвоили имя «Спасатель». С него демонтировали ракетные установки, корпуса остались. И грузоподъемность получилась до 500 человек. То есть он мог экстренно вылетать, выезжать, уплывать на помощь и спасать. Но тоже не пошел проект в массы. В результате вот он сейчас стоит грустный, заброшенный. Ну и, наверное, без повода недооцененный. Что еще интересного, мне кажется, можно про него рассказать, то что сама конструкция экраноплана позволяет ему летать не только над водой, но и над любой ровной поверхностью. Лед, земля, пожалуйста. Вполне себе спокойненько он может лететь. Единственное, что у данного образца нет шасси, и он может приземляться, ну в данном случае приводняться только на воду. Вот. Но так как с водой у нас проблем нет, то в принципе взлетел, перелетел, приводнился и дальше. За 2000 километров, я думаю, он мог себе найти достаточное место для взлет-посадки. Специальные экраны за шахтами ракет должны были отводить тепло в момент запуска ракет. Ну а так, заднее хвостовое оперение выполнено было из стекловолокна, то есть оно получилось прочным, долговечным, видите, даже нет. А как стекловолокно не ржавеет, поэтому и ржавчины на нем даже нет. Ну, собственно, вот в этой будке как раз находился еще один член экипажа, и здесь была спаренная авиационная пушка. Так как эффект экрана штука, с одной стороны, постоянная, а с другой стороны, не очень, то управление было весьма специфическим. То есть любое отклонение от прямолинейного курса изменяло подъемную силу на крыле. И приходилось пилотов переучивать конкретно под этот вид летательных и самоходных аппаратов. Ну а на высоте там около 500 метров, поговаривают, совершенно был практически, ну ладно, не то что неуправляемый, а тяжело управляемый. Так как экраноплан был разделен на 10 водонепроницаемых отсеков, собственно, это и не позволило сделать его более вместительным и переоборудовать в нечто гражданское, в какое-то судно. Соответственно, здесь у нас была кабина управления, в средней части каюта экипажа, ну и в хвостовом отделении расчет боевой был.
вам скажу. Камера, конечно, снова не передает эти ощущения, но штука, конечно, нереальная. Какой след в истории? Ну, наверное, однозначно можно сказать, что семейство советских тяжелых акропланов всему миру продемонстрировало возможности этих машин, как в боевом, так и, наверное, в гражданском аспекте этого слова. К сожалению, пока нет, наверное, сферы, где бы он мог использовать, где бы он мог быть использован. Возможно, он просто опережает в своем появлении, опережает развитие страны. Может быть, через 10, 20, 30 лет подобные машины будут, наверное, чем-то вроде норм. Возможно. Это был короткий обзор на космического монстра. Если понравился формат, пишем в комментариях, ставим лайки. Буду искать что-нибудь интересное, новое и пилить обзоры. Не понравился? Ну что делать? Пиши туда же. Подписывайся на канал. Ну и до новых встреч. Пока.